Привет, ребята! Меня зовут Артем Нужен, и сегодня я расскажу о технике, которую я использую для своих съемок. Поехали! Моя история началась с того, что я собрался на выставку NAB Show в Вегасе, и я думал, какую же камеру мне взять. Первую камеру, которую я купил, была GoPro. К этому девайсу мне пришлось купить несколько аксессуаров. Скажем, вот этот трайпод, который оказался абсолютно бесполезным. Вот этот монопод довольно удобный, он хорошо раскрывается, классно держится в руке. Вот это крепление-присоска на любое транспортное средство, которое имеет гладкую поверхность. Вот этот прекрасный хэндстрэп или крепление на руку может пригодиться вам в экстремальных видах спорта. Вот так он легко одевается. А также вы можете его задействовать, если вы любитель американских горок. Когда я зашел на выставку, я начал снимать на вытянутой руке, вот так. Там очень много народу, я сильно, видимо, нервничал, но в любом случае в руке камера трясется, и картинка была ужасная. И тут я понял, для того, чтобы получить стабилизированную картинку, мне нужно использовать какой-то стабилизатор. На помощь пришло устройство от GoPro. Единственное, я не понимал, удобно ли это будет для меня. Но тут же стал вопрос о звуке, как писать звук. У меня было два варианта. Вариант номер один. Компания Sennheiser совместно с Apogee сделали прекрасный микрофон, который позволяет писать качественный звук прямо в ваш телефон. Ваш телефон — рекордер. Единственное неудобство, потом в монтаже вам нужно все это подкладывать, синхронизировать. Дикая заморока. Вариант номер два. Я использовал этот монопод, бодипак крепился здесь, звук шел напрямую в GoPro. Я получил синхронный звук, что в монтаже мне сэкономило кучу времени. Все подводки я писал на этот девайс. А то, что касается плавной картинки, я писал благодаря этому устройству компании GoPro. Результат моей съемки на GoPro вы можете посмотреть в видео по этой ссылке. Дело в том, что GoPro имеет ограниченные настройки, и я начал задумываться, а как же сделать мое видео более профессиональным? И мой выбор пал на камеру Sony Alpha 6500. Камеру купить это одно, но для нее нужны же объективы. 10-18 прекрасно подходит для этой камеры, для моих задач. Я понимал, что мне нужно будет снимать себя, нужна будет какая-то палка. Я выбирал между Sirui и Gorilla Tripod. Gorilla Tripod длинная, тяжелая и неудобная, и не помещалась в мой рюкзак. Мой выбор пал на Sirui. Могу объяснить почему. Он очень компактный. Он может увеличиться в размере и стать больше, чем Gorilla Tripod. Он может стоять на столе, если вам нужно. Я уже это испробовал, я это использовал, мне это нравится. Так как для моей камеры планировалось много разных девайсов, обвешивать ее монитором, звуком, я купил вот такой гриб. Оказалось довольно удобно, специально сделан для камеры Sony Alpha 6500. Ну что еще здесь можно сказать? Классная штука. Со временем вкусы, конечно, увеличиваются, и хочется все больше и больше. Посоветовавшись с моими коллегами и операторами, я принял решение, что мне нужна линза более мощная. Это такая недешевая вещь, 24×70, которая позволяет делать очень красивые кадры. Когда ты работаешь в экстремальных условиях, тебе о звуке, в принципе, думать некогда. И нужно, чтобы система была полноценной. Я понимал, что мне нужна какая-то пушка. Здесь я не хотел тратить сильно много денег и купил Rode. Вот эту маленькую, очень компактную Rode. Сейчас я сниму ветрозащиту. Вот так она снимается. Вот эта пушка стоит 46, около $50 с налогом на Амазоне. Вы знаете, хочу сказать, что я ей абсолютно недоволен. Объясню почему. Какой-то малейший ветер или если камера немножечко трясется в руке, все, вы это все слышите. Несмотря на то, что она находится на стабилизаторе. Не нравится она мне. Я очень хотел, чтобы мой звук был классный, и поэтому я выбирал между компанией Rode и Sennheiser. Я хотел купить Sennheiser, но я не смог этого сделать по причине того, что не было большой ветрозащиты. Так как я работаю в тяжелых условиях, можно сказать, что в тяжелых, в разных условиях, там, где сильный ветер или очень сильный ветер, а это важный момент. Маленькая пушка Sennheiser с маленькой ветрозащитой бы не справились. И поэтому я купил VideoMic Pro компании Rode. Это огромная ветрозащита. Ветер нипочем. Микрофон, который я использую для записи этого ролика, Sennheiser. Это цифровой микрофон, AVX-система. Эта система очень легкая и компактная. Приемник можно повесить на камеру, закрепить вот сюда и никаких проблем. Второй важный момент. Не нужно беспокоиться о частотах. Система настраивается сама. Ну и, конечно же, о вопросе к стабилизации. Камера Sony Alpha 6500 не имеет ее, поэтому
я купил DJI Ronin S. Компания DJI настолько монополисты, что за ними нужно охотиться. И чтобы купить вот этот продукт, мне пришлось потратить очень много сил, времени и энергии. Там нужно было оставить заявку, и тебе приходит письмо счастья о том, что наконец-то, дорогой Артем, вы можете сегодня заказать этот прекрасный прибор. Так вот, где-то в час ночи мне приходит такое сообщение. Артем ночью подскакивает, заказывает, и через 3 недели у него вот этот девайс стоит на столе. Я не могу сказать, что он очень легкий. Я еще с ним не работал. Все, что я успел сделать, это поставить сюда мою камеру, отбалансировать и попробовать поводить. Я думаю, что этот девайс будет моим любимым. Еще один важный момент и важный девайс, который я использовал и прикрепил вот на этот гриб – монитор Sony. Работая в тропических условиях, я поимел большую проблему, и этот монитор меня по-настоящему спас. Мой монитор внутренний на камере начал глючить, он стал мигать. И тут на помощь мне пришел тот самый монитор, который я закрепил сверху, и я смог видеть картинку, я смог видеть то, что я снимаю. Это очень важно. Я купил Mavic Pro Platinum, к нему 5 батарей. Летать он может порядка, как обещают производители, 27 минут, но я, конечно же, не рискую доводить до такого времени. Он мне летает минут 20. Mavic предыдущей серии был очень шумный, а для меня, как для звукорежиссера, это недопустимо. Вот эти винты, которые сейчас нового поколения они выпустили, они тихие. Правда ли тихие? Ребята, они правда тихие. Если вы хотите снять что-то красивое, вам нужно сначала пристреляться, а для того, чтобы это сделать, вам нужно потратить очень много времени, чтобы вы научились им правильно пользоваться. Я уже получил печальный опыт в вождении Mavic. Мой дрон со всей силы влетел в окно, и я лишился вот этой камеры. Мне пришлось ее заменить в авторизированном центре. В следующую пятницу в 10 утра смотрите на моем канале историю о том, как это произошло. Это будет полезно знать всем тем, кто только собирается купить этот Mavic. Друзья мои, до того момента, когда вы научитесь запускать Mavic и сажать на руку, должно пройти какое-то время. Дело в том, что здесь находится вентилятор, который всасывает в себя воздух. Если вы собираетесь его сажать на песок, это категорически запрещено. Вы убьете мотор. Поэтому купите вот эту штуку. Это специально взлетно-посадочная полоса для Mavic. Пригодится. Берите. Друзья мои, я фантастически счастлив, что вы досмотрели это видео до конца. Вся техника, которая сегодня была показана, используется мной. Я надеюсь, что в ближайшее время вы сможете принять решение и купить ту технику, которую вы будете использовать на своих съемках. Подписывайтесь, отписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях, в какую тему вы хотите углубиться. Сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока. Так, нет? И чего? И я понял, что я хочу... Все, сейчас скажу. Готовы? Что ж делать-то, ее красота? Блин, у меня куча слов, они все смешались на мне. Что мне делать? Он настраивается сам. Летал. И чё? Стоп, съемка окончена. Спасибо.